Приветствую вас на моем канале, меня зовут Мария, и я хочу рассказать в этом видео про то, как я выучила английский язык с нуля до C1 за 2 года. Сейчас я обучаюсь в итальянском университете Бергамо на специальности туризм, и сюда я, конечно же, поступила благодаря знанию английского языка. Еще важный момент, где я нахожусь. Я уехала чуть-чуть дальше от моего города, и здесь я нахожусь в прекраснейшем городе Сан-Пелегрино. Я приехала сюда, потому что, мне кажется, находясь в таком месте, говорить о своих результатах, чего-то все-таки я добилась. Приятно, хочется именно в таком месте. Ты смотришь и думаешь, я в Италии, я в таком прекрасном месте, и все это благодаря тому, что в один день я решила учить английский. И, соответственно, долгий период, благодаря которому я выучила английский. Но история моя не так проста, как бы мне хотелось, и рассказать мне придется достаточно много и подробно. Поэтому, милости вас прошу послушать мою историю, как я преодолела этот путь. Готовьте печеньки, чай, и мы приступаем. Вначале я хочу рассказать, что в школе у меня был достаточно базовый английский язык. Я была в той самой второй группе, когда учительница постоянно либо болела, либо отсутствовала, и англичанка вечно уходила в отпуск. Поэтому в школе я, в принципе, получила нулевые знания от слова совсем. Но когда я выпустилась, так сложилась жизнь, что я пошла работать в туристическую компанию, и это тоже не дало мне мотивацию учить английский. Но далее я съездила в командировку, и когда я сидела за столом с иностранцами, с нашими коллегами из офиса в Арабских Эмиратах, все говорили на английском, все беседовали, а я молчала как рыба, а я человек очень общительный, я очень социальная, и я молчала как рыба. Для меня это было хуже всего. Этот момент я запомнила, и он для меня был самым главным, самым основным. Вот это то, о чем я думала, когда мне было тяжело учить английский, какие-то сложные моменты в жизни, связанные с языками, конечно же. Я вспоминала этот момент, как мне было неловко, как мне не нравилось. У меня всегда была после этого мотивация учить язык. Итак, что я хочу рассказать. Конечно же, первый шаг – это оценка уровня языка. Нужно понимать, с чем мы имеем дело, какой ваш базовый уровень, и поставить цели. Это нужно обязательно расписать. Заявление, очень важная отметка. Я занималась репетитором, про это будет отдельно сказано, но и первый, и второй год я разделяю это на 2 этапа. У меня было обучение с преподавателем. В первую очередь, для того, чтобы понимать речь на слух, я смотрела очень много обучающих видео, очень много различных историй, как другие люди учили язык. Делом для листинга, для развития понимания речи на слух, я советую смотреть очень много информации на английском языке. Можно не на английском, можно на любом языке, который вы учите. Это действительно важно, это essential, действительно. Вы будете погружаться в культуру, и, возможно, сначала вы будете что-то не понимать, но я вам обещаю, что пройдет момент, у вас случится дзынь, у вас определенно случится вот так вот дзынь, и вы поймете язык. Обязательно. В один прекрасный момент вы просто поймете, что вы понимаете все, что говорят в этих аудио. Для спикинга я практиковалась с преподавателем вначале, потому что у меня буквально уровень был никакой. И мой преподаватель сказал, что для начала мне нужно сделать базовый английский, так сказать, заложить фундамент изучения языка. Соответственно, я занималась с ним, изучала грамматику, изучала слова. Это тоже очень важно. И получается, у меня было 2 базовых занятия в неделю с учителем из онлайн-школы английского языка. Ничего такого, рекомендую, это все прекрасно. Это важно, и я хочу сказать огромное спасибо моей преподавательнице, потому что это действительно важно для моего общего развития. Для листинга, как я уже сказала, я слушала аудио, отдельные отрывки звуковые, которые давала мне учительница, поэтому так я практиковала мой листинг. Для спикинга я тренировалась, в принципе, только с моей преподавательницей, потому что я стеснялась, и у меня был очень базовый уровень языка, поэтому, собственно, я стеснялась к кому-то подходить, как-то практиковать. Для райтинга я выполняла тоже только задания от учительницы.
И для ридинга я читала, в принципе, статейки, интересующие меня информацию, то есть действительно выбирала то, что меня интересует, и таким образом это все изучала. Мне показалось, что это было эффективно. И действительно за пару месяцев с А1 я потянулась примерно на B1 уровень. У меня были какие-то базовые знания школьные, действительно какая-то база, какой-то фундамент мне заложили. Но основное, конечно же, мне дала преподавательница, потому что часть какой-то информации, какие-то отрывки из тем я знала, что-то, в принципе, понимала, что-то где-то слышала. У меня в школе вообще был какой-то акцент на преподавателей просто с пересказами, потому что я помню какое-то время, года 2, мы уже были в 9 классе, а занимались по учебнику 7, и вся наша тема это была только пересказы. То есть просто были пересказы один за другим, я просто зубрила тексты на английском. Вот и все. Поэтому какая-то вот такая вот у меня была база. Благодаря преподавательнице, я думаю, у меня все-таки получилось достичь результата. Я достигла уровня B1. Самое главное, что я хочу посоветовать отдельно, это первое, конечно же, окружить себя материалами на нужном языке, в моем случае на английском. То есть, клеить стикеры, слушать только музыку на английском, читать только на английском, вести дневник на английском. Если у вас есть какая-то ваша рутина, что-то вы делаете, обязательно все это делать на английском. Это действительно помогает, я вам гарантирую, что пройдет месяца 3 от ваших занятий, и у вас будет успех. У вас действительно будет результат после 3 месяцев, когда вы ежедневно будете это все делать. Возможно, также еще пользоваться приложениями, например, Duolingo. Но у меня с Duolingo была история сложная, потому что у меня, видно, был такой уровень начальный, что Duolingo для меня был простым. Вот я что не начинала, Duolingo был для меня очень сильно простым, поэтому я на него не обращала внимания. Но это был хороший вариант, если вы хотите начать. Как вариант, вы можете попробовать начать. Лучше Duolingo, это лучше, чем ничего. И основная моя цель вообще была это разговорный язык. То есть я хотела на конец моего первого года обучения понимать, что я могу куда-то поехать и поговорить за границей на базовые какие-то темы. То есть я хотела, чтобы язык стал для меня чем-то разговорным базовым, таким вот на daily уровне. И, в принципе, за первый год я достигла эту цель. Уже в мой первый год я знала, что я хочу поступать в университет на английском, и мне нужен был сертификат о сдаче экзамена академического. Это тема для отдельного видео. И на самом деле я просто ревела, когда я поняла, что мне нужно сдавать профессиональный английский, а у меня такой ужасный бэкграунд, и времени не так много. У меня оставался один год сдать на B2 как минимум, на хороший B2 или C1 уровень. Итак, мы подходим к моему второму году. Мой второй год я искала преподавателя, который подготовит меня именно к экзамену академическому на английском языке. Я его нашла. Он мне понравился, в принципе, сразу с первого пробного занятия. И я с ним занималась 3 раза в неделю. А я объясню, почему я занималась с репетиторами все время, потому что для меня важный результат. Я хотела быть уверенной, что профессионал будет следить за моим прогрессом, и также я буду прикладывать максимальные усилия с моей стороны, выполнять задания, составлять какой-то собственный план, и что вот это все приведет меня к финальному успеху. В принципе, как по мне, так и сложилось. Произошла небольшая техническая шоколадка, поэтому на этапе второй части о моем академическом изучении будет перезапись, поэтому welcome again. Итак, чем отличается изучение академическое моего второго года от обучения классическому базовому английскому первого года? Экзамен для академического английского, он для всех общий. То есть медики, инженеры, строители, бухгалтеры, дизайнеры, литературоведы, историки, все сдаем мы один экзамен. Абсолютно все. Поэтому темы там усложненные, они научные, они академические, тексты про космос, про физику, про эволюцию, аудио про это же, спикинг про это же. То есть это более такой усложненный уровень языка, потому что ты будешь уже учиться на этом языке. То есть тебе дают академические знания, и ты должен быть готов к пониманию лекций, к пониманию статей. И в первую очередь я сменила моего преподавателя по английскому. Я нашла репетитора, который готовил непосредственно к академическому экзамену. Я изначально думала сдавать IELTS, но в итоге я сдавала TOEFL Home Edition. И о чем не жалею ни капельки. Чем отличалась моя подготовка? Listening я также слушала и окружала себя материалами на английском языке.
Только листинг у меня стал уже более академическим, потому что я слушала лекции, смотрела научные видео, видео со статьями, фильмы, BBC, например. То есть я уже смотрела с другой информацией. Не просто для разговорного уровня влоги, что-то еще такое вот интересное, а уже непосредственно подготовка к экзамену, уже непосредственно научные материалы. Для ридинга я также читала статьи BBC те же самые, разбирала ридинг экзаменационный и очень много читала каждый день. Я очень люблю читать фанфики на фикбук, и в момент подготовки я читала английский аналог фикбука, то есть я читала фанфики на английском, и мне это помогло, потому что у меня улучшилась речь, у меня улучшилось чтение, потому что фанфики немногообразны, по разным вселенным, по разным фэндомам, поэтому это мне сильно помогло. Самое важное — подумать, как вы можете ваши интересы и вашу повседневную рутину совместить с английским языком. Что вы можете поменять? Для райтинга я писала каждый день какие-то письма, вела дневник на английском, эссе. И очень важно, я хочу сказать, что раз в неделю я делала пробный IELTS. То есть я делала буквально от и до сначала, и потом разбирала. Подготовка у меня была, на самом деле, достаточно масштабной, потому что за 2 года выучить английский, это все-таки, вы сами понимаете, задача сложная. Поэтому английскому я уделяла несколько часов в день, а в выходные того больше. Для спикинга, это, наверное, самая интересная часть была моей подготовки. Я практиковала разговорный язык с преподавателем, потому что он корректировал мои ошибки, и я могла уверенно с ним разговаривать. Я уже не стеснялась говорить с кем-то. И в моих поездках я использовала английский активно, я завела каких-то друзей, общалась с ними. И также я нашла различных студентов, различных ребят, кто тоже готовился к языковому экзамену, и я нашла их в сообществе ВК тематически, я им написала, кто-то мне писал, мы делали групповые созвоны, с кем-то делали индивидуальные созвоны. И, в принципе, мы часто так практиковали наш спикинг, то есть вот мы смотрели вопросы, задавали друг другу, корректировали, у нас был разный опыт, но с этим нужно быть аккуратным, потому что вы можете услышать и принять чьи-то ошибки. Самое лучшее, это, понятное дело, практика с нейтив спикером или с преподавателем, но я считаю, что практика есть практика, нет ничего лучше, чем практики регулярной, поэтому вот, так я занималась спикингом. Я, наверное, каждый день наговаривала голосовые сообщения, минут 10, иногда больше, про мою жизнь, про мои рассуждения, и иногда отвечала на вопросы академические, часто просто рассуждала на академические темы. То есть я, например, читала текст по ридингу, вспоминала, что там было, вот как у меня на реальном экзамене был текст образования морского дна. Вот я прочитала про него текст на ридинге, и потом я про него говорила на спикинге. То есть это был аналог какого-то пересказа, но более продуманный, я закрепляла лексику таким образом. Поэтому, с моей точки зрения, это была весьма хорошая идея вот таким вот образом. Хочу подвести итог моих советов. Самое важное — это окружить себя языком. Это самое важное, это essential. Окружить себя английским языком. Второе — это регулярно практиковать с кем угодно, как угодно, в одиночестве, говорить сам с собой, писать самому себе, вообще не важно, самое главное — практика. Третье — не забивать на слова. Я прекрасно понимаю, я сама такая же, нам всем лень учить слова, но слова — это составляющая языка, поэтому их обязательно нужно учить. Как ни хотите, как ни крутите, но вам нужно учить слова. Это просто факт, это констанция. Поэтому эти 3 пункта я выделю как самое главное. И четвертое, обязательно делайте пробный экзамен. Можете не раз в неделю, это достаточно часто, из-за моих сжатых сроков так было, но раз в 2 недели, хотя бы раз в месяц вам нужно делать пробный экзамен, смотреть, какая часть у вас меньше всего получается, делать на нее упор, смотреть, где вы допускаете ошибки, какие темы для вас сложнее, потому что я, например, за неделю до моего экзамена, я
просто все время читала учебники по физике. Я просто тратила время на чтение учебников по физике. Тема физики, тема космоса, они были для меня самыми сложными, и я уделяла им больше всего внимания. Я слушала аудио про них, я смотрела все фильмы даже на русском языке, потому что у меня уже не было такой проблемы с английским языком на момент, когда я подходила к экзамену. Но у меня была проблема, что я даже на русском языке говорила достаточно про вот это все, про тему космоса. Поэтому я смотрела даже фильмы на русском, чтобы просто получить информацию. И финально, когда меня спросят на экзамене о чем-то с космосом, я могла бы в легкую ответить, потому что я знала эту информацию хотя бы на русском, поэтому я ее могла перевести на английский. Самое главное тоже понимать информацию, знать ваши сильные, слабые стороны. Такие вот мои итоги. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было очень вам полезно. Пишите комментарии, высказывайте мнение. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Спасибо большое за любую поддержку, которую вы можете оказать мне, как начинающему блогеру. Я очень благодарна, что вы были со мной. Хорошего вам дня!